Природа умеет удивлять и порой преподносит нам необычные сюрпризы. Одним из таких стало рождение девочки Нади, которая весила почти 12 килограмм. В 2007 году журналисты были потрясены этой новостью, ведь во время беременности мама чувствовала себя прекрасно. Рассказываем, как сложилась судьба ребенка спустя 14 лет и сильно ли изменились ее параметры. До рождения девочки не происходило ничего особенного, кроме того, что для матери она стала 11 ребенком по счету. Семья Халиных жила на Алтае, отец высокий и худощавый, а мама, наоборот, низкая и полная. Все 9 месяцев беременность проходила нормально, и врачи не замечали никаких осложнений. К тому же по образованию Таня акушер-гинеколог, правда, из-за постоянного декрета поработать ей удалось совсем немного. Когда 17 сентября 2007 года Татьяна стала мамой в 11-й раз, первым делом она сказала, что рожать больше никогда не будет. Ее дочь Надежда появилась на свет с весом 12 килограмм и ростом 56 сантиметров. Врачи были потрясены этим необычным явлением, ведь в среднем новорожденный малыш достигает максимум 4 килограмма. Как оказалось, с каждой беременностью у многодетной матери дети рождались все тяжелее. Женщине пришлось сделать кесарево сечение, а врачи переживали за состояние здоровья крепкой красавицы с Алтая. Конечно, резонансная ситуация привлекла внимание журналистов, и они ждали вердикта от докторов из родильного отделения. И хотя на вид девочка казалась очень крепкой, доктора провели полное обследование ее организма. Прогнозы главного педиатра Алтайского края Галины Кагировой были неутешительными, ведь большой вес требовал пристального внимания. А заведующая отделением патологии новорожденных Рима Назарова пояснила, что это показатель патологии внутриутробного развития ребенка. Сначала Надежде всей страны, как ее окрестили журналисты, поставили страшный диагноз «порок сердца». Первое время она находилась на искусственном вскармливании и была частым гостем клиники. Но опасения оказались напрасными, и маму Татьяну волновала совсем другая проблема. Девочка начала стремительно терять вес. История обычной семьи с необычным ребенком надолго запомнилась прессе. Телевизионщики готовили про Халиных сюжеты, а газетчики рассказывали о жизни 13 человек в небольшой квартире. Многие захотели помочь многодетным супругам Халиным и подарили им компьютер, мягкие игрушки, коляски, детские энциклопедии и памперсы. Не осталось в стороне и государство, которое помогло семье финансами. После рождения Нади из краевого бюджета нам выделили субсидию в 50 тысяч рублей, а Министерство обороны начислило по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Также нам помогают местные власти, выдали детям портфели к школе, подарили новогодние подарки, рассказывала Татьяна. Надя росла очень активным и любознательным ребенком. Уже в 7 месяцев она сказала свое первое слово «папа», а также проявляла ревнивый характер по отношению к другим детям. Сейчас по девочке не скажешь, что это самый крупный ребенок во всей стране. От прежней малышки остались только милые щечки. Ее старшие сестры уже вышли замуж, поэтому в квартире стало чуточку свободнее. В дружелюбной семье Халиных Надя выросла очень общительной, сейчас она учится в 7 классе. Когда младшая Халина появилась на свет, то многие были шокированы ее крупным весом. Врачи пророчили тяжелые диагнозы, а люди были уверены, что девочка продолжит набирать килограммы. Но несмотря на все прогнозы, Надежда выросла здоровым ребенком, и внешне она ничем не отличается от своих сверстников. Своей многодетной семье девочка принесла всероссийскую славу и много счастливых моментов.